Well, I don't know if you've been outside in the last few hours, but we've got quite a snowstorm out there. Я не знаю, если вы выходили на улицу за последние пару часов, но там такая конкретная метель. But then you people know all about snow. Но я думаю, что вы люди, для вас снег не новинка. I know all about snow too. I come from Canada. Для меня тоже снег не новинку, и я родом из Канады. And I live in a beautiful city, Vancouver, Canada, with my wife. Я живу в красивом городе Ванкувере, в Канаде, вместе со своей супругой, Who I'm madly and passionately in love with. Которую я до сумасшествия страстно люблю. And she's not, thank you. Really what I like to do is I get a feel of what wants to be said rather than having something prepared. Обычно я руководствуюсь чувством того, что следует говорить, а что нет, вместо того, чтобы заранее все четко подготовить. And I realized that I have my time restraints, so I want to, is this going to be working to let me... Я понимаю, что у нас время ограничено, и только хотел удостовериться, что таймер, да, it started. Okay, good. So I think what I'm going to do right now is I want to, because we in our last segment, we talked about the conscious mind. Итак, в нашем прошлой сессии мы говорили о нашем сознании, сознательном разуме. And how important it is to train the mind. И как важно тренировать наш разум. And let the mind know what it has to do for us. И дать ему понять, что он должен для нас делать. And come into a partnership with the mind. И важность работы в партнерстве с разумом и сознанием. So there's two very special relationships that we have within ourselves. Но внутри нас существует два очень особенных взаимоотношения. The first relationship is the relationship that we have with our mind. Первое – это то взаимоотношение, которое есть у нас с нашим разумом. And I always find it's very valuable to speak to your mind, talk to your mind, and instruct your mind what it is that you want it to do. Я нахожу это очень важным, чтобы всегда общаться со своим разумом, со своим сознанием, давать ему инструкции, постоянно поддерживать с ним связь. So it's not you telling yourself what it is you want to do. You tell your mind what it is that you want to do. Другими словами, вы не просто сами себе говорите, что вы должны делать или что вы должны думать. Вы в прямом смысле обращаетесь к своему разуму и сознанию и говорите ему, что он должен делать. And you share your goals with your mind. И вы делитесь своими целями. And let your mind know how important it is. И доводите до его сведения, насколько они важны для вас. And while this sounds all very strange, psychologically it has a very powerful effect. Несмотря на то, что это может звучать странно, с психологической точки зрения это имеет огромный результат, огромный эффект. By doing this, you're helping to distinguish yourself between you and your mind. Потому что, совершая такие упражнения, вы помогаете себе находить четкое различие между собой, своей сущностью и своим разумом. And when your mind understands very clearly what is required of it, it will cooperate. И когда ваше сознание, ваш разум четко понимает, что вам от него нужно, он будет с вами сотрудничать. But it's very important to understand that what I'm teaching you here, the system that I discovered and that I'm teaching you, is a practice. Но очень важно, я хочу, чтобы вы понимали, что то, чему я вас учу сегодня и показываю, чтобы вы понимали, что это должно быть использовано на практике. It's like yoga for the mind. Это наподобие упражнений йоги для вашего разума. You can read as many books as you want. You can read all my books. I have 6 of them. You can read books
but that's not going to give you mind power. Вы можете читать большое количество книг, вы можете прочитать все мои книги, их 6, но этого будет недостаточно, если вы не будете практиковать это. And you can come to conferences such as this and be very inspired at the conferences, but that's not going to give you mind power. И вы можете приезжать на подобные конференции и очень воодушевляться на них, но это не даст вам силы над вашим разумом. I mean, there's only one thing that is going to give you mind power, and that is for you to practice it. Единственное, что даст вам эту силу, это практика. But here's the good news. Но вот в чем заключается хорошая новость. Here, no, you don't have to do it. I told him I want you to mimic everything that I do. Я сказал Валериану, что я хочу, чтобы ты полностью копировал все, что я делаю на сцене. And then when I put my hands out like this, И you put your hands out когда like я this. так широко раскрываю руки, ты тоже должен And it's a dance that we're doing И together. танцевать мы должны тоже были вместе. But I don't know, I think you understand a cough is a cough, and it cleared my throat, so that's... Now I've forgotten where I am. What was I talking about? Practice, thank you. Yeah, the whole thing is that you must practice it. Весь смысл в том, что вы должны практиковать эти упражнения. If you're willing to put in even as much as 10 to 15 minutes a day, Если вы сможете уделить хотя бы 10-15 минут каждый день, that's all. не больше, Just that small amount of time. это небольшое количество времени. Actually, as quickly as within 2 or 3 weeks, you will see results. На самом деле, через 2-3 недели вы настолько быстро вы уже сможете увидеть результаты. And I'm very big on results. А я очень большой акцент ставлю на результаты. Every system that you study, you must insist that it produces results. Любая система, которую вы когда-либо изучаете или будете изучать, она должна приносить результаты. If it doesn't produce results, then whatever system, this one included, if it doesn't produce results, throw it out. Неважно, какая система, включая ту, которой я вас обучаю, если любая система не приносит результаты, избавьтесь от ней. It's obviously not for you. Если результатов нет, значит она не для вас. And find something that does work for you. Тогда найдите что-то, что будет работать у вас. But personally, in my 40 years of teaching, I've never found a system that works better and is more effective than the one that I'm sharing with you now. Но лично из своего опыта за 40 лет я не обнаружил другой системы, которая работала бы настолько же эффективно, чем та, с которой я собираюсь вас познакомить. And the reason for that is because thoughts are real forces. И причина этому следующая: мысли обладают реальной силой. And that we're connected to the energy web of everything. И что мы находимся в связи с энергетической паутиной всего вокруг, всей Вселенной. And the mind is a sending and receiving station of thought. И что разум находится в постоянном процессе приема и отправления мыслей и информации. And so we have the ability, with our thoughts, with our beliefs, to actually attract people and opportunities to us. И что у нас на самом деле есть способность и возможность при помощи своих мыслей, при помощи своих убеждений притягивать другие мысли или людей, нужных нам. Now that's astounding. И это потрясающее открытие. I mean, think about that. Задумайтесь об этом. Through our thoughts and beliefs, which are real forces, we attract people and opportunities to us. При помощи наших мыслей и убеждений мы притягиваем к себе людей и другие убеждения, которые нам нужны. That we're connected to the reality, we're connected to the universe. И мы связаны с реальностью вокруг нас, мы связаны со Вселенной. So there's two important relationships that I want you to really
develop in your life. Поэтому я хочу, чтобы вы по-настоящему развили эти два очень важных отношения в своей жизни. The first relationship, as I said, is the one between you and your conscious mind. Первое взаимоотношение, о которых я уже сказал, это отношение между вами и вашим сознательным разумом. Develop a relationship with that. Развивайте отношения с ним. And the second one is between the relationship between the conscious mind and the subconscious mind. А вторые отношения, которые я хочу, чтобы вы развивали, это отношения между вашим сознательным разумом, между вашим сознанием и вашим подсознанием. Now, if I was to say how many people here in the auditorium, how many of you know that you have a subconscious mind, probably the vast majority of you would put up your hand. Если бы я сейчас спросил у вас, находящихся здесь в зале, кто из вас знает, что у вас также есть подсознание, скорее всего, большинство из вас подняли бы руку. But for most of you, it's conceptual. Но для большинства из вас это знание чисто теоретическое. It's something you've read in a book or something that you've heard. Возможно, вы об этом слышали или прочитали об этом в книге. Because my second question then becomes to you, oh, you know you have a subconscious, how are you using it? Потому что моим следующим вопросом в таком случае будет, раз вы знаете, что у вас есть подсознание, а как вы им пользуетесь? In fact, that's a very good question for everybody to ask themselves right now. How are you using your subconscious? На самом деле, это хороший вопрос, который каждый должен задать себе прямо сейчас. Как я использую свое подсознание? Did you know that there are ways that you can directly access the subconscious? А вы знали, что существуют способы, при помощи которых вы можете напрямую получить доступ к своему подсознанию? And the subconscious has two aspects to it. И подсознание есть два аспекта. The first aspect is you get to imprint into your subconscious beliefs, images, truths, whatever it is that you want to manifest. Первое – это то, что вы имеете способность отпечатывать свое подсознание, образы убеждения и верования, которые вы хотели, чтобы проецировались в вашем подсознании. Because the real most powerful part of who we are is our subconscious. Потому что на самом деле самая мощная часть нашей сущности, нашего естества – это наше подсознание. And our subconscious mind can be directed. И наше подсознание может быть, мы можем управлять нашим подсознанием. Now, a very interesting fact about the subconscious is that it has no will at all. Интересной чертой подсознания является то, что у него нет свободной воли. Now, we have free will. У нас с вами есть свободная воля. We can choose what to think. Мы можем выбирать, о чем думать. We can choose what we're going to do for a living. Мы можем выбирать, чем мы хотим заниматься в своей жизни. We can choose our friends. Мы можем выбирать себе друзей. I mean, that's one of the wonderful things about life is that we have total free will to choose and do whatever we want. Это одно из потрясающих вещей в нашей жизни, то, что у нас есть свободная воля и право выбора всего, чего мы хотим. But the subconscious has no will. Но у подсознания нет этого выбора. It's very powerful, but it has no will. Он обладает огромной силой, но у него нет свободы воли. A good way to think of the subconscious is to think of it as a computer. И хорошим способом представить себе подсознание будет представить его в виде компьютера. And that you have to program the computer. И компьютер нужно запрограммировать. For example, you might want to use Photoshop on your computer, but if you haven't installed it, you can't use it. К примеру, если вы хотите воспользоваться такой программой, как Photoshop на вашем компьютере, вы не можете ею использоваться, если она еще даже не установлена на ваш компьютер.
Maybe you go over to a friend's house and the friend says to you, I want you to show me how to use Photoshop. Предположим, вы приходите в гости к своему другу, и ваш друг просит вас показать ему, научить его пользоваться программой Photoshop на компьютере. And so you go to his computer and you go, well, where is it? Вы садитесь за компьютер своего друга и спрашиваете, а где программа? And he says, what do you mean, where is it? I just want to use it. Ваш друг спрашивает, в смысле, где программа? Просто покажи мне, как ею пользоваться. And you say, well, have you installed it? Вы спрашиваете у него, а ты вообще ее установил? And he says, no. Он говорит, нет. Well, how can you use it? А как тогда ею пользоваться? I mean, you have to install it first. Вначале надо установить программу. And it's exactly like that with the subconscious. И именно так же происходит с подсознанием. Is that whatever you want the subconscious to work with, you have to install it first. На работу, неважно, над чем вы хотите направить работу вашего подсознания, вам сначала нужно установить это. Now, one of the things about the subconscious is that you reach the subconscious with repetition. Одной из отличительных черт подсознания является то, что вы можете достучаться до него или использовать его при помощи повторения. Anything that you imprint in the subconscious over and over and over again will take an imprint. Все, что вы будете впечатывать в свое подсознание раз за разом, в конце концов впечатается. Now, we've already, in fact, this is what I'm going to do right now, is I'm going to teach you the imprinting technique. И на самом деле именно этим мы сейчас и займемся. Я научу вас этой технике впечатывания. I love techniques. Я обожаю разные I техники. love techniques. Я обожаю их просто. You know, concepts are okay. Теории, теоретические знания — это хорошо. And information is good. И информация — это тоже хорошо. But techniques are best. Но практические способы и техники, они намного лучше. Because that's where you get to take it into your life and use it. Потому что при помощи них вы можете использовать это в своей жизни. So what you do is in the imprinting technique, whatever you want to imprint into your subconscious. Итак, в этой технике впечатывания, что бы то ни было, что вы хотите впечатать в свое подсознание, you use a combination of affirmations and contemplations to do that. Для этого вы должны использовать комбинацию аффирмаций или положительных утверждений и размышлений и обдумывания. Now we've already used imprinting in our lives already. All of us have. Каждый из нас уже в жизни использовал эту технику впечатывания. For example, your language has been imprinted. Например, ваш родной язык впечатан у вас. And through numerous repetitions of words, you get to learn what different things mean. И через многократное повторение разных слов мы узнаем значение этих слов. And as a result of you speaking Ukrainian or Russian, and I speak English, we're able to communicate. И благодаря тому, что вы знаете украинский или русский, а я знаю английский, мы с вами можем общаться. And because the language has been imprinted. Потому что язык впечатан в нас. We've also imprinted the multiplication tables. Мы также впечатали в себя таблицу умножения. For example, what's 7 times 7? Например, сколько будет 7 и 7? 49. Wow. How did you know that so quickly? Откуда вы так быстро знали ответ? Did you use your calculator on your cell phone? Быстро на мобильнике посчитали на калькуляторе? You couldn't have. It's too quick. Well, let me try another Не one. успели, это слишком быстро. Давайте еще попробуем. Okay, what's 8 times 10? Сколько будет 8 и 10? 8. Okay, wow. Okay, wonderful, wonderful. Замечательно. How do you know that so quickly? Откуда вы знаете ответ так быстро? Because it's been imprinted. Потому что When you were a child, you repeated it over and over and over Потому что again. когда вы были детьми, вы повторяли снова и снова, и таблица умножения впечаталась. And now we don't even think about it. It's automatic. It's been И imprinted. теперь вам даже не нужно думать об этом, оно уже автоматически происходит. What's 10 times 10? Сколько 10 на 10? 100. Okay.
I mean, does that amaze you a little bit, or you don't even think about it? Вас не потрясает вообще этот факт, что вам даже не нужно задумываться? I mean, you know that. Вы знаете ответ сразу. You know it instantly because it's right within you. Вы моментально знаете ответ, потому что It's он been просто imprinted находится within в вас, you. он впечатан в вас. Now, we've imprinted the language. Итак, мы впечатали в себя родной язык, We've imprinted the multiplication table. впечатали таблицу умножения. Now, here's something very exciting. Вот что по-настоящему восхитительно. Here's the next thing that I want you to imprint. Вот следующее, что бы я хотел, чтобы вы впечатали. I want you to imprint the most empowering beliefs that you can imagine. Я хотел бы, чтобы вы впечатали в себя самые мощные убеждения, которые только можете. I want you to be very visionary when you look at your life and your possibilities and imprint that great and wonderful things are going to happen to you. Я хочу, чтобы вы с огромной перспективой смотрели на вещи, которые могут происходить в вашей жизни и с вами, и чтобы вы впечатывали их. I want you to imprint that your success helps many people and your failure helps no one. Я хочу, чтобы вы впечатали, что ваш успех поможет огромному количеству людей, а ваша неудача не поможет никому. So that when you wake up in the morning, you know it's important to be successful. Чтобы когда вы будете просыпаться утром, вы знали, насколько важно вам достигнуть успеха. It's your duty as a person to be successful. Что это ваша обязанность как личности достигнуть успеха. You've been gifted so much that you take it upon yourself to be successful for the good that it will do. Что вы настолько одаренны, что вы должны достигнуть успеха ради того блага, которое вы принесете всем другим людям. And you know it is as real as 6 times 5 is 30. И вы должны понимать, что это так же реально, как 6 на 5 равно 30. And you've done it. And why you know it's so true is because you've imprinted it hundreds of times into your mind. И для вас это будет истиной. Почему? Потому что вы сотни и сотни раз впечатываете это в себя. And that's how you reach the subconscious, is through repetition. И именно так вы можете достучаться до своего подсознания через повторение. Let me tell you about the very first time that I used the imprinting technique. Я хочу рассказать вам, когда я впервые использовал эту технику впечатывания в своей жизни. It's when I was living in the cabin in British Columbia, Canada, with no electricity, no running water. Это произошло тогда, когда я жил в таком маленьком лесном домике в провинции Британская Колумбия в Канаде, в котором не было подведено ни электричество, ни вода. And I decided to imprint into my mind that I have unlimited power at my disposal. Но я решил впечатать в свое сознание, что у меня в руках безграничные возможности, безграничная сила. And why would I do that? А с чего это вдруг я захотел это сделать? Well, why not? А почему нет? I get to put whatever I want in my mind. Я могу вложить в свой разум, в свое сознание все, что мне хочется. You get to put whatever you want in your mind. Вы можете вложить все, что вам угодно. No two minds are the same. Не существует одинакового сознания. I decided that I would use my mind to become magnificent. Я решил, что я хочу настроить свое сознание так, чтобы стать потрясающим. And successful. И успешным. And happy. И счастливым. And visionary. И с видением. Yeah. You hesitated there. And why? А почему? Well, why not? Почему бы и нет? My life is mine to create. Я сам создаю свою жизнь. I don't have to follow anybody else's path. Я не обязан следовать за чьим-то другим примером. I know that I'm unique. I know that I'm unique. Я знаю, что я уникален. Everyone is unique. Каждый человек уникален. But not everyone knows that. Но не каждый человек знает это. And so I decided to imprint into my mind that I have
unlimited power at my disposal. И поэтому я решил впечатать в свое сознание, что у меня есть безграничная сила в моих руках. And how I did it is by repeating the statement to myself over and over again. I have unlimited power at my disposal. I have Как я unlimited это power at сделал? my Я это disposal. сделал при помощи постоянного повторения себе этой фразы. Что у меня в моих руках есть безграничная сила. В моих руках есть безграничная сила. В моих руках есть безграничная сила. And so I would affirm it to myself, and I would also contemplate the truth of it. Таким образом, я повторял себе эти аффирмации, но потом я также и занимался второй частью процесса. Я обдумывал эту фразу. I don't want to imprint something in my mind that's false. И потому что я не хочу впечатать что-то в свой разум, в свое сознание, что-то, что не будет являться истиной. I don't want to fool myself and live an illusion. Я не хочу обманывать себя или создавать у себя в уме иллюзии. So I would think about, okay, thoughts are real forces. Итак, я подумал, значит, если мысли обладают реальной силой, And everything in the universe is made up of energy and consciousness. и все во Вселенной состоит из энергии и сознания, And that I have the ability of directing this energy with my thoughts. и что у меня есть способность направлять и управлять этими мыслями, And the mind is a sending and receiving station of thought. и что разум постоянно находится в состоянии приема и отправления мыслей. And so when I would contemplate that, I would say, that's true. И когда я обдумывал это, когда я размышлял по поводу этого всего, я мог сказать себе, это правда, это является истиной. So if I access this power, then that means I have unlimited power at my disposal. В таком случае, если я могу использовать эту силу, тогда в моих руках будет безграничные возможности, безграничная сила. And so every day I would set myself 5 minutes where I would imprint this into my subconscious. И поэтому каждый день я выделял себе 5 минут для того, чтобы повторять это и впечатывать это в свое подсознание. And when I say imprint it into my subconscious, anything you repeat in your conscious mind over and over and over again just naturally goes into the subconscious. И когда я говорю впечатывать в подсознание, я подразумеваю то, что когда вы, обращаясь к своему сознательному разуму, к своему сознанию, повторяете одно и то же много раз, оно естественным образом опускается в ваше подсознание. And so I committed to do it every day. И я принял решение, что я буду делать это каждый день. Just for 5 minutes. Всего 5 минут в день. Now, some days when I did it, Иногда, когда я делал это, I felt really inspired. я чувствовал себя очень воодушевленным. I would come out of my 5-minute exercise and I would go, yes, that's real. I know that's real. После этого 5-минутного упражнения я чувствовал себя очень воодушевленно. Да, это на самом деле так, я знаю, я чувствую, что это правда. And I could feel the power of what I was saying to И я myself. мог почувствовать силу того, о чем я говорил. But other days it wasn't like that at all. Но другие дни было совершенно не так. Other days when I did my exercise, it felt very cold and mechanical. Другие дни, когда я совершал это упражнение, оно все... у меня возникало чувство, очень холодное чувство, как будто я просто механически повторяю это. And I didn't feel the truth of it. Я не ощущал правдивость того, что я говорил, истинность. Because it hadn't been imprinted yet. Потому что оно еще не было впечатано. And so some days very inspired, some days very uninspired. Так, в некоторые дни я был очень воодушевлен этим, в другие дни вообще не воодушевлен. Some days I could feel the power of it, some days I could not feel the power of it. Некоторые дни я чувствовал силу того, о чем говорил, или от этого, а в другие дни я этого не чувствовал. But here's the secret. Но вот в чем заключается секрет. I did it every day, Я повторял это каждый день. whether I felt like it or not. И неважно, чувствовал ли я к этому предрасположенность или нет. Because I understood the system. Потому что я понимал систему. I was committed to the system. Я был предан этой системе. And so I would do it one day.
Я сделал это один день. And then the next day. И следующий день. And then the next day. И следующий And день. then the day after that. И день после And этого. then the day after that. И And then the следующий day день. after И that. следующий день. And then again. И снова. And again. И снова. And again. И снова. And Еще again. раз. And Еще again. раз. And again. Еще And раз. again. Еще раз. And Еще again. 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 раз. And again. And again. And again. And again. Again and 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 again. That wasn't even 1 month. Мы даже месяц с вами не насчитали. That wasn't even 30 times. Даже не 30 раз повторили. Can you just begin to get a feel out of what might happen if you did this every day? Вы можете себе хотя бы просто представить, что вы получите в результате, если вы будете повторять это каждый день, хотя бы 5 минут? You see, here's the difference between mind power and positive thinking. Вот в чем заключается разница между силой сознания и положительным мышлением. Positive thinking is think positive and positive things will happen to you. Положительное мышление означает думайте позитивно, думайте положительно, и тогда положительные вещи будут с вами случаться. And it's a great philosophy. И это хорошая философия. I have nothing wrong with it. Я ничего не имею против нее. But it's not mind power. Но это не сила разума, это не сила сознания. Positive thinking is like kindergarten. Положительное мышление это подобно уровню школы. Mind power is like university. А сила разума это уже уровень университета. This is not positive thinking. То, о чем я с вами говорю, это не позитивное мышление. This is taking the imprints and putting them right into your subconscious. Это брать те отпечатки и заносить их прямо в свое подсознание. And I'll never forget the time that I knew that had been imprinted into my subconscious. И я никогда не забуду тот момент, когда я понял, что то, о чем я говорил, впечаталось в мое подсознание. And it was somewhere between 60 and 90 days of doing this every day. Это случилось примерно в промежутке между 60 и 90 дней повторения мною этой практики каждый день. And I woke up in the middle of the night. Я проснулся ночью. I woke up with the flaming reality that I have unlimited power at my disposal. Я проснулся, ощущая просто жгучую реальность того, что у меня в руках есть неограниченная сила. And I knew it. И я знал, что это так. It was as real to me as 10 times 10 is 100. Для меня это стало настолько же реально, насколько 10 на 10 равно 100. I never have to do 10 times 10 is 100. Мне никогда не нужно высчитывать, сколько будет 10 на 10, чтобы получить 100. You never have to do it again. И вам это не нужно никогда снова делать. It's imprinted. Оно уже впечатано. Forever. Навсегда. I never have to imprint in my mind again that I have unlimited power at my disposal. Мне больше никогда в жизни теперь не нужно впечатывать в свое сознание, что у меня в руках есть безграничная сила. Never. Никогда больше. Because it's imprinted. Потому что оно уже впечатано в моем сознании. Now, do you think that this assists me in my life? Как вы считаете, это вообще помогает мне по жизни? So, just take a moment and dream. Поэтому уделите секундочку времени, минутку времени и просто помечтайте. Dream of what beliefs that you might want to imprint into your subconscious. Представьте, какие убеждения вы бы хотели впечатать в свое подсознание. And be encouraged because you know it works. И будьте уверены, что оно работает. You know it works not because John Kехo says it works. Вы знаете, что оно сработает не потому, что Джон Кехо сказал вам, что оно сработает. Oh, well, that's not a bad reason, too. Хотя это тоже неплохая причина. But you know, because you know 10 times 10 is 100.
Но вы должны знать, что это сработает так же, как вы знаете, что 10 на 10 равно 100. And you remember how you did that. И вы помните, как вы это делаете. And so we choose the most empowering beliefs that we imprint into our subconscious so they resonate within us as vibrations of energy. И мы выбираем самые сильные убеждения для того, чтобы впечатать их в свое подсознание, и чтобы они вибрировали в нас, словно вибрирует в нас энергия. Let me tell you how I imprinted into my mind to become very lucky. Позвольте я расскажу вам также, как я впечатал в свое подсознание тот факт или то убеждение, что я очень удачливый, везучий человек. And it happened many years ago when I was had a sailboat with a partner, friend of mine, and one summer we would go out sailing almost every day and get beautiful weather. Это случилось много лет назад, когда я со своим другом и компаньоном, у нас был катер, и мы на протяжении одного лета почти каждый день выходили в море и плавали. And every time, and we live in the Pacific Northwest where there is lots of snow, lots of rain, and yet almost the entire summer, every time we went out, it was just beautiful weather. Я живу в северо-западной части Канады, на Тихоокеанском побережье, и там очень много осадков, много дождя, но несмотря на это, тем летом почти каждый день была хорошая погода. And every time we would get beautiful weather, I would say to myself, just my luck. И каждый раз, когда на улице была хорошая погода, я повторял себе, вот же ж повезло. And you must understand, in North America, when people use just my luck, they're always referring to some misfortune or something bad that's happening to them. Чтобы вы понимали, в Северной Америке, когда люди используют выражение «вот же ж повезло», они его обычно используют с отрицательным наклонением, когда что-то нехорошее случилось. Когда им не повезло, человек говорит «вот же ж мне повезло». It's like your Russian expression. What's the expression? Наподобие нашего выражения, которое мы используем, вот опять или вот снова, как обычно. What's it mean? As always, or just again. Just again, as always. So in Russia, you use the expression "as always." В русском языке можно использовать выражение «как обычно». And it always means something bad. И обычно это подразумевается, когда что-то нехорошее случилось. Why would you say that to yourself? Почему вы это себе повторяете? Do you want your subconscious to believe that this is the way things work in your life? Вы хотите, чтобы ваше подсознание считало, что именно так и должно происходить в вашей жизни? Doesn't make sense, does it? Нет, в этом нет смысла. And we do it in North America. When something bad happens to us, we go, just my luck. Но несмотря на это, мы в Северной Америке тоже так делаем. Когда что-то нехорошее случается, когда нам не повезло, мы говорим, вот же ж повезло. And by doing that, we're programming our subconscious that we're unlucky. И таким образом мы программируем свое подсознание на то, что нам не везет. So I decided, why don't we do it differently? Я решил, а почему мы не сделать это наоборот? At that point, I was working with my subconscious and understood how it worked. В то время я уже работал со своим подсознанием и понимал, как оно работает. So every time we had good weather, I would say, just my luck. И поэтому каждый раз, когда была хорошая погода, я говорил в прямом смысле, вот же ж повезло. And then I took it in other areas of my life. И потом я начал использовать это в других областях своей жизни. And every time something good would happen to me, I would say, just my luck. И каждый раз, когда что-то хорошее случалось в моей жизни, я каждый раз повторял, какая удача, вот же ж повезло. And then the strangest things started happening. Ну и начали происходить очень странные вещи. I started getting really lucky. Мне на самом деле стало очень часто везти. Not that I was unlucky before. Ну, это не значит, что до этого мне совсем никогда не везло. But the luck was just quite astounding.
For example, when my friends and I, we would go to an auction for charity where they were raffling something off. If my friends see me there, they rip up their ticket. Why bother? Но просто степень этого везения была просто потрясающей. Например, когда мы с друзьями шли на какой-то аукцион или розыгрыш, где вы должны были вытянуть билет, и если мои друзья видели, что я также участвую там, они просто рвали свои билеты и уходили. Like, guess who's going to win it? Они знали, что я выиграю. And so many times in that particular auction, charity auction, they were auctioning off a painting. There was about 500 people there. They pull up the ticket. И много раз это происходило. И вот конкретно на этом аукционе, это был благотворительный аукцион, где разыгрывалась картина, и вот из нескольких сотен билетов они достали один кусочек бумаги, и на нем было написано Джон Кехо. Джон Кехо. I was at a hockey game in Toronto, one of the professional NHL hockey games, and they have a draw called 50-50. Как-то я был на хоккее в Торонто, была игра национальной хоккейной лиги, и там проходит такой конкурс, который называется 50 на 50. And they call it 50-50 because everyone buys tickets. There was 20,000 people there, and half the money goes to charity, the other half somebody wins. И почему он так называется? Потому что из денег, которые люди платят за билет, там было на игре около 20 тысяч человек, половина этих денег идет на благотворительность, а половину выигрывает какой-то конкретный один присутствующий, один зритель. And of course, I bought ticket because it's good, it's for charity. И, ну, так как половина части уплаты за тот билет шла на благотворительность, я посчитал, что это очень хорошо. Конечно, я купил этот билет. 20,000 people have tickets. Но также посчитаю, что 20 тысяч человек купили билет. There's a great deal of money, tens of thousands of dollars to be won. То есть речь идет о сумме несколько десятков тысяч долларов, которые кто-то может выиграть. And I'm there with my brothers and sisters. Я сидел на этой игре вместе со своими братьями и сестрами. They call out the number. И диктор произнес номер места посадочного. I look at my ticket. Я посмотрел на свой билет. I show it to my sister. Я показал своей сестре. And she goes, "No, John." Она говорит: нет, Джон не может выиграть. No, you're not going to win this. Нет, ты не можешь опять выиграть. You win everything. Ты каждый раз ты все выигрываешь. Just my luck. Вот же Just my luck. Вот же мне везет. I called up for tickets to a Leonard Cohen concert. He's a very famous Canadian singer, and I called Ticketmaster to see if I could buy tickets. Как-то я позвонил в билетные кассы для того, чтобы заказать билет на концерт Леонарда Коуэна. Это очень знаменитый канадский композитор и певец. And the Ticketmaster, the woman, she laughed when I asked for tickets. И женщина на той стороне провода, она посмеялась, когда я попытался купить билеты. She said they sold out in 1 hour. Она сказала, что все билеты были раскуплены за 1 час. They've been sold out for weeks. Weeks. И на протяжении уже нескольких недель они все распроданы и ничего не поступало. And so I just got chatting with her because I like to be friendly, and I just talking to her a little bit. Я начал с ней просто болтать. Я люблю быть дружелюбным, поэтому я просто начал с ней разговаривать. And then suddenly she says, "Oh, wait a minute, this is strange." И вдруг она сказала: погодите секунду, очень странно, но there's 2 tickets that has just been released. Только что появились 2 билета, 2 свободных билета оказались. They're in the 3rd row. Would you like them? Освободились 2 билета, и они места в 3-м ряду. And I said, yes. Они вам подходят? Yes, I'll take them. Да, я куплю. And she said, "You're very lucky." Она сказала: вам очень повезло.
And I said, I know. Вы очень скучали, я сказал, а я знаю. And then I hung up the phone. И потом я положил трубку телефона. And I said, just my luck. И я сказал, вот же ж мне еще. А тебе сказали 2 места. Мы тоже сказали. Да. О, мне нравится методика, она над собой поработать. О, наконец. А Кефи надо мной, наверное. So the next time from here on in, when you hear somebody say, just like always, И поэтому с сегодняшнего дня, когда вы услышите, как кто-то говорит, вот же ж повезло в смысле, что ему не везет, в отрицательном смысле, you can smile. вы можете улыбнуться. But here's something even better. Но вот еще кое-что намного лучше. How about every time something good happens to you, you go just like always? Теперь, с сегодняшнего дня, когда что-то хорошее будет происходить с вами, говорите себе, как обычно, подразумевая, что всегда вам везет. I mean, here you are getting all this incredible, powerful information here tonight. На самом деле, смотрите, вы здесь сегодня получаете столько мощных знаний. You're so lucky. Вам на самом деле повезло. Just like always. Как обычно. Just like always. Слушай, он как же классно. Блин, ну как же хорошо. And as you do it, every time something good happens to you, you are going to have all kinds of incredible things happen to you. И теперь, когда вы будете использовать это постоянно, вы заметите, как огромное количество потрясающих вещей начнут с вами происходить. Because you're programming your subconscious. Потому что вы программируете свое подсознание. And you get to program your subconscious in any way you choose. Вы можете запрограммировать свое подсознание так, как вы этого желаете. You're a great artist of life. Вы великий художник жизни. You might not be able to paint. Возможно, вы не умеете рисовать. You might not be able to write novels or poetry. Возможно, вы не умеете писать романы или поэзию. Or to sculpt or be in theater. Или играть в театре, или создавать скульптуры. But you can recreate your subconscious into a masterpiece. Вы можете воссоздать из своего подсознания шедевр. This is the great inner work that all of us are called to do. И это та великая внутренняя работа, которую каждый из нас должен и может сделать. And not only am I sharing with you the concept, И я не только делюсь с вами теоретической составляющей. I'm giving you the techniques on how to do it. Я показываю вам практически техники, говорю и показываю вам, как это сделать. Just your luck. Вот, как обычно. Okay, I think I'm going to share with you how I met my wife. Ну что ж, наверное, я все-таки поделюсь с вами, как я познакомился со своей женой. Потому что он умеет не драться, во-первых, отрицательно, а во-вторых, он часто боится. Соответственно, это случается. Вот же вам повезло. Да, вот же ж нам повезло. Говорит, сейчас я вам расскажу про свою жену. Вот же ж вам повезло. I was in my mid-40s when I made a remarkable discovery about a subconscious imprint that was within me. Mid-40s. Мне было уже за 40, когда я обнаружил потрясающее открытие по поводу своего подсознания. By the way, I'm just a couple months away from my 70th birthday. Кстати, всего через пару месяцев мне исполнится 70. Feeling great. Я чувствую себя замечательно. Just like that. Я обычно So in my mid-40s, I discovered that what came up to me doing subconscious work is your mother didn't leave you because you're not good enough.
И что я осознал, когда мне было за 40, уже работав со своим подсознанием, я пришел к выводу, я осознал тот факт, что, обращаясь к себе, твоя мама не бросила тебя, потому что ты был чем-то нехорошим, недостаточно хорошим. Because you see, let me give you some background story, is my mother died when I was 13. Точнее, твоя мама не покинула тебя, потому что, позвольте, я немножко расскажу вам о своем прошлом. Моя мама умерла, когда мне было 13 лет. She drowned, and it was very traumatic. Она утонула, и это было очень травматический опыт. And I was there when they pulled her out of the water, and it was very traumatic. И это была огромная травма, потому что я был там на месте, когда ее вытащили из воды. And I dealt with it the best that I could. И я пытался справиться с этим как только мог. And I became a very confident and successful person. Я стал очень уверенным в себе, успешным человеком. And it didn't seem to have any major effect on me. И никакого особенного влияния это на меня не имело, вроде бы. Except I had this strange pattern of leaving relationships. Кроме одной детали, которая являлась очень странная закономерность, следуя которой я прерывал отношения. And I wouldn't leave relationships when it was going bad. I would leave relationships when it was going really well. Я не прекращал отношения, когда они уже портились, наоборот, я их прекращал, когда все было здорово. I mean, sometimes I was left too, of course. Ну, естественно, иногда меня бросали. It wasn't always a one way, but Это не всегда работает в одну сторону. But the general pattern is I would leave relationships, and it was all very strange and unusual that I kept leaving these relationships. Но странностью этой закономерности являлось то, что обычно я их завершал, когда они были на высоте. И это было необычно. And then what happened is, doing subconscious work, what popped into my mind is, your mother didn't leave you because you're not good enough. That's not what happened. И уже, когда я начал работать со своим подсознанием, в процессе этого я осознал тот факт, что твоя мать не покинула тебя, потому что ты чем-то не устраивал. Because you see, this is what my subconscious had interpreted it as. Потому что именно так мое подсознание восприняло то, что случилось. Because she did leave me. Потому что она покинула меня. I mean, she drowned. Я имею в виду, она утонула. But the symbol of it is that she did leave me. Но символически это означало, что она покинула меня. Now, what happened is, my subconscious said, she left you because you're not good enough. И что произошло? Мое подсознание отпечатало это так, что твоя мать покинула тебя, потому что ты чем-то недостаточно хорош. And that's a sacred wound that we all carry. Sacred wound. И в этом заключается эта рана, которая есть у каждого из нас, которую мы несем с собой. Is that we all carry the wound that we're not good enough. Которая заключается в том, что мы все считаем, что мы в чем-то недостаточно хороши. And that we don't tell anybody about it because we think we're the only one that has it. Мы никому не рассказываем об этом, потому что мы думаем, что мы единственный человек, который ощущает это. And we live in shame. И мы живем в стыде. Because we feel we're not as good as we could be and should be. Потому что мы считаем, что мы недостаточно хороши настолько, насколько можем быть или насколько должны быть. But you know what? It doesn't belong to you. Вы знаете, что это не относится к вам. It's collective. Это не принадлежит, точнее, это не только лично у вас, это коллективно. It's a wound that we all carry. Мы живем в мире, который все носят это бремя. And what happened is my subconscious didn't want me to get hurt again. И что произошло? Мое подсознание не хотело, чтобы я снова испытывал боль.
My subconscious saw how hurt I was when my mother died. Мое подсознание видело, какую сильную боль мне причинило то событие, когда моя мать умерла. And it didn't want that to happen again. И оно не хотело, чтобы подобное повторилось снова. So my subconscious made a decision. Поэтому мое подсознание приняло решение, Not my conscious mind. не сознание, My subconscious made a decision а подсознание приняло решение, that I won't let John be hurt by a woman again. что я не позволю, я не допущу того, что Джон будет ранен другой женщиной никогда больше в его жизни. And so every time the relations got really serious, и поэтому каждый раз, когда отношения достигали уже серьезной ступени, my subconscious trying to protect me would make me move on. Мое подсознание, пытаясь защитить меня, заставляло меня разрывать их и двигаться дальше. And so I reckon it was in my mid-40s when I suddenly saw it all. И когда мне уже было за 40, я вдруг понял это, я вдруг осознал это. It was all revealed to me. Это как будто все открылось передо мной. And then I realized how ridiculous it was. И я понял, насколько это глупо. You see, once you see your subconscious shadows, когда вы видите, что прячет в тень ваше подсознание, you can work with them. Тогда вы можете изменить это, вы можете работать над этим. They no longer have power over you. They no longer have power over you. Тогда эти вещи больше не владеют вами, не имеют над вами власти. And so I began reprogramming in my mind the type of woman that I was going to attract. И таким образом я начал программировать свое сознание тот тип женщины, которую я хотел бы встретить. And I called it the 3 S's. Для себя я назвал 3 буквы S. Now, in English, the 3 qualities I wanted, each started with an S. В английском языке 3 качества, которыми я хотел бы, чтобы моя идеальная женщина обладала, все эти 3 качества начинаются с буквы S. In Russian, they might not start with an S. Возможно, в русском языке они But in Canada, they all start with the same word. Но в Канаде они все начинаются с одной буквы. And so the first thing that I wanted to attract in a woman is I wanted her to be smart. Первое, что я хотел притянуть в своей женщине, то, что я хотел, чтобы она была, Gotta have a woman that can soar with me. чтобы она была умная. The second, чтобы женщина могла с тобой справляться. the second quality that I wanted was sexy. Второе качество, которое я хотел, чтобы она обладала, это сексуальность. I want a smart woman. I want a sexy woman. Я хочу умную женщину, я хочу сексуальную And женщину. the third quality that I wanted is I wanted it to be spiritual. И третье качество, которое я хотел, чтобы она обладала, это духовность. And I call these the 3 S's. И я назвал это 3 буквы S. And I kept saying to myself, I'm attracting a woman that's smart and sexy and spiritual. Я постоянно повторял себе, что я притягиваю женщину, которая умная, которая сексуальная, которая духовная. And I knew exactly how to do it because I've been doing it for many years, how to work with the subconscious. So I kept telling the subconscious exactly what it is that I wanted. Я уже на протяжении многих лет тому времени работал со своим подсознанием, я знал, как это делать, поэтому я точно знал, что программировать свое подсознание. And sometimes I would call it the 3 S's. Иногда я называл этот вид программы 3S. Yes, I'm attracting the 3 S's. Иногда я не проговаривал полностью качество, я просто говорил, что я притягиваю 3S. And then, what happened about 6 months later, И потом, что произошло примерно через 6 месяцев? I met the most amazing woman. Я встретил самую потрясающую женщину. She was smart. Она была умной, She was sexy. она была сексуальной, She was spiritual. она была духовной. She had 3 S's.
Все три буквы S в ней сочетались. Actually, she had 5 S's. На самом деле в ней даже сочетались 5 качеств буквы S. I got 2 as a bonus. Еще 2 качества я получил в качестве бонуса. She was smart, Она была умной, sexy, сексуальной, spiritual, духовной, sophisticated. Sophisticated. Okay. What? No, style. Sophisticated. Стильная. утонченной. And the last S really made me laugh. А последняя S по-настоящему рассмешила меня. This is where I thought, wow, the subconscious is good. И когда я обнаружил это, я понял, ну на самом деле подсознание просто классно сработало. I had put so much time into talking about the 3 S's. Я столько времени уделил, когда говорил о 3 качествах, начинающихся с буквы S. Programming my subconscious with the 3 S's. Столько времени программировал свое подсознание этими словами. Then I got smart, Что я получил умную, sexy, сексуальную, spiritual, духовную, sophisticated, утонченную. and this is my favorite one. И моя любимая, Her name is Sylvia. ее зовут Сильвия. Я тоже все получил, только имя Лена. Of course her name would begin with S. Естественно, имя не могло не начинаться с буквы S. And that's how the subconscious works. И именно так и работает наше подсознание. Your subconscious is your partner in success. Ваше подсознание, ваш компаньон в достижении успеха. And I want you to be successful. Я хочу, чтобы вы были I успешны. want you to be tremendously successful. Чтобы вы были очень успешны. Why? Почему? Why not? Почему бы и нет? Why Я не not? знаю, как это ставили, а четко ставили. Ну, 4 у меня было. Сами нарезал поезд, да? And success is many different facets. И успех подразумевает много разных граней. Like, for example, I have a favorite word. У меня есть любимое слово. Some people have favorite colors. У некоторых людей есть любимый цвет. And some people have favorite movies. У некоторых есть любимый фильм. Or favorite foods. Или любимая еда. I have a favorite word. У меня есть любимое слово. Abundance. Изобилие. I like the sound of that. Мне нравится, как оно Abundance. Мне нравится, как оно звучит. Изобилие. Abundance of money. Изобилие денег. Abundance of opportunities. Изобилие возможностей. Abundance of health. Изобилие хорошего состояния здоровья. Abundance of friendships. Изобилие дружественных отношений. Abundance of knowledge. Изобилие знаний. An abundance of all things. Изобилие всего. And it's just my luck. И, как обычно, вот же мне везет. Just my luck that I discovered this. Как же мне повезло, что я узнал об этом, что я открыл это. So that's the one part of the subconscious, is the manifestation part. Так-то одна часть подсознания, это проецирование. The other part of the subconscious is receiving guidance. Точнее, проецирование воплощения этого. А вторая часть – это получение руководства. You can program your subconscious to be advised of opportunities before they happen. Вы можете запрограммировать ваше подсознание, чтобы оно направляло вас и притягивало к вам возможности. And to avoid dangers before they happen.
и чтобы оно помогало вам избегать опасностей до того, как они произойдут. And because the mind is a sending and receiving station of thought, your subconscious knows way more than you do. И так как ваш разум находится в постоянном состоянии принятия и отправки мыслей, ваше подсознание знает намного больше, чем вы знаете. Like your conscious mind knows your personal experiences. Ваше сознание, ваш сознательный разум, он владеет вашим личным жизненным опытом. It knows what you've read, what you've studied, your experiences, and this is where it gets its knowledge. Он знает то, что вы прочли, то, что вы изучали, ваш опыт, и из этого он владеет знанием. But the subconscious knows everything. Но подсознание знает все. It has access to infinite information. Подсознание имеет доступ к безграничной информации. Because it's plugged into the web of all reality. Потому что мы являемся частью всей реальности. So why not be guided by the subconscious? Поэтому почему бы не позволить подсознанию руководить и вести нас? They did a very interesting experiment. Neuroscientist Antonio Damasio. Очень интересное исследование произвел ученый Антонио Дамезио. And what he did is he designed 4 different decks of cards. Что он сделал? Они собрали 4 колоды карт. And on these decks of cards, each card, when you turned it over, you either won money or lost money. И в результате того, что было написано на обороте каждой карты, вы либо выигрывали деньги, либо получали деньги, либо теряли деньги. And in some decks of cards, you won a lot of money, but also lost a lot of money, depending on the card. И в некоторых колодах, в зависимости от того, что было на этой карте, вы либо теряли много денег, либо получали много денег. And on other decks, you won a little bit of money, but you also just lost a little bit of money. В другой колоде вы либо выигрывали, вы также выигрывали, но мало денег, либо проигрывали мало денег. So he had the participants turn over from the different decks to try and figure out which was the best deck, which would be most successful deck for them winning money. Итак, люди, участвующие в этом эксперименте, они переворачивали карты из каждой колоды, и при помощи этого эксперимента ученые хотели понять, как быстро люди начнут понимать, какая колода более прибыльна. And most people, it took about 50 or 60 times before they figured out which was the best deck. Для большинства испытуемых понадобилось около 50-60 попыток, прежде чем они поняли, какая колода лучше. So it took the mind 50 or 60 times to figure it out. Другими сознаниями, разуму потребовалось 50-60 попыток, чтобы сделать правильный выбор. But here's what's interesting. Взять хороший выбор. Но вот что интересно. It only took the body between 12 and 15 times to figure it out. Их телу понадобилось только 12-15 раз, чтобы определить это. Because what he'd done is he attached electrodes to their hands so that he could measure the electrical conductance as they were doing the experiment. В течение эксперимента рукам испытуемых были подсоединены электроды для того, чтобы можно было измерить электрический заряд во время эксперимента. And then what he noticed is that after about 12 or 15 times, what happened is the body would get nervous when you would draw from the wrong decks. И ученые заметили, что тело примерно после 12-15 попыток начало испускать нервный импульс, когда переворачивало карты. So the body knew. Тело уже догадывалось, уже знало. And that's why intuition is so powerful. Именно поэтому интуиция настолько сильна. You get a feeling what is right. You know what's right. You know what's wrong. У вас
возникает чувство, как чуйка, вы знаете, что правильно, а что нет. You really do know what you need to do in your life. Вы на самом деле знаете, что вам нужно делать со своей жизнью. Maybe you're avoiding it. Avoiding it. Возможно, вы избегали этого. Maybe you're denying it. Возможно, вы отказывали это. But your body knows it, feels it. Но ваше тело знает это, оно чувствует. And that's one of the ways that the subconscious speaks to us. И это один из способов, как наше подсознание общается с нами. Our subconscious comes in dreams, Наше подсознание обращается к нам во сне, in feelings, в ощущениях, in the still small voice that speaks to us. в тихом, спокойном голосе, который разговаривает с нами. We are never alone. Мы никогда не находимся в одиночестве. We're connected to the web of all reality. Мы соединены со всей реальностью. And this is the truth of who we are. И в этом это является истиной нашего существования, то, кем мы являемся. We have a conscious mind and a subconscious У mind. нас есть сознание, сознательный разум и подсознание. And we're part of the universe. И мы являемся частью Вселенной. Connected, Соединены с ней. important, Важны. beautiful, Мы прекрасны. special, Мы особенны. vulnerable. Ранимы. We're all these things. И мы соответствуем всем этим вещам. And it's time for us to wake up. И настало нам время проснуться. What a tragedy that most people in their life will never work with their subconscious. Трагедия в том, что большинство людей всю свою жизнь не будут работать со своим подсознанием. What a tragedy that most people will never know how the conscious and subconscious works together. Какая трагедия, что большинство людей никогда не поймут, как сознание и подсознание работают вместе. Don't you be one of them. Не будьте одним из этих людей. You have to trust that you're here today for a reason. Вы должны поверить, что вы сегодня здесь присутствуете по какой-то причине. That you were destined to spend this time with me. Что вам было уготовано судьбой сегодня провести со мной это время. And I want you to trust what feels right for you. Я хочу, чтобы вы доверились тем чувствам, которые вы будете положительно ощущать. Although everyone has heard the same talk that I have done today, Хотя многие уже слышали то выступление, которое я вам сегодня даю, something special will be speaking to you. Что-то особенное заговорит с вами. And I want you to trust that. И я хочу, чтобы вы доверились этому голосу. And the final point that I want to make this evening before we finish up И последнее, о чем я бы хотел поговорить этим вечером, прежде чем мы будем завершать выступление, is the importance of living an extraordinary life and enjoying your life. важность проживания, важность того, чтобы жить экстраординарной жизнью и по-настоящему проживать ее полностью. Life is a journey, not a destination. Жизнь это путь, а не пункт назначения. And every moment is a part of that journey. И каждый момент нашей жизни является частью этого пути. And there is a South African Sangoma who said, life is an instrument and you have to learn how to play it. В Южной Африке живет такой мудрец по имени Сангома, и он говорил следующее, что жизнь это музыкальный инструмент, и вы должны научиться играть на нем. And don't miss the view. И не упускайте вид. And the view is what's happening each and every day. Не упускайте видение, точнее, а видение это то, что происходит каждый день. I was in Australia many years ago and was introduced to a man who was dying of terminal cancer. Много лет назад я посетил Австралию, и меня познакомили с человеком, который страдал от последней стадии рака.
And there was nothing anybody could do. He was in the final stages of his cancer. И уже ничего нельзя было поделать, это была последняя стадия рака. And I went to his home, and he took me out to the back. He had a beautiful home overlooking the Opera House in the Sydney Harbor. Я посетил его дом, это был прекрасный дом, и он отвел меня на задний двор, где открывался потрясающий вид на Сиднейскую оперу и Сиднейский залив. And it was just spectacular, the view. It was so amazing. И вид был просто потрясающий. And he said to me, you know, John, I've worked hard all my life. И он сказал мне, ты знаешь, Джон, я всю свою жизнь упорно работал. And I did not have a good upbringing. My parents were not able to buy me the things that they wanted to. Я не рос в достатке, мои родители не могли позволить себе купить мне то, чего я хотел. And often we went without things. И часто мне приходилось мириться с тем, что я не мог получить то, чего хотел. And he said, I made a promise to myself that I would be able to give my children everything that I was not able to have. И я пообещал себе, что я сделаю все для того, чтобы мои дети получили все то, чего я недополучил в своем детстве. And I've been very successful in business. И я достиг большого успеха в бизнесе. And my children and wife have never wanted for anything. И моя жена и дети никогда ни в чем не нуждаются. But he said, I worked so hard that I forgot that life is a journey. Но он сказал, что я так сильно много и тяжело работал, что я забыл, что жизнь это путешествие. And he said, when I was told that I had terminal cancer several weeks ago, I walked out and I saw the view. И он сказал, что когда мне пару недель назад продиагностировали рак последней стадии, я вышел на улицу и вдруг я осознал этот вид. John, I've lived here 20 years and I never really saw it. Джон, я жил в этом доме 20 лет, но я никогда по-настоящему не видел этого, не обращал на это внимания. Oh, sure, I could look at it and I saw it and I looked at it, but I didn't really drink it in. I didn't really see the beauty of it. Конечно, я не раз смотрел это, я видел все, весь вид, который открылся, но я никогда не впитывал его, я никогда не ощущал всю его красоту. And now I see it. А теперь я вижу это. And it took me dying to see it. И для того, чтобы я наконец разглядел это, понадобилось тот факт, что я умираю. He missed the view. He never saw it. Он потерял это видение, он никогда не видел его. And what I'm going to say to you is, don't miss the view. И поэтому я хочу сказать вам, не теряйте видение, не теряйте фокуса. And the view is what happens each and every day of your life. А видение это то, что происходит каждый день в вашей жизни. Don't get so caught up in your goals and ambitions that you forget that every day is special. Не забывайте, будучи занятыми всеми вашими делами каждый день и целями, не забывайте, что каждый день нашей жизни особенный. Enjoy the view of your children. Наслаждайтесь временем, проведенным с детьми. And their games and their laughter. Их смехом, их играми. Enjoy friendship. Наслаждайтесь дружбой. Enjoy nature. Наслаждайтесь природой. Enjoy your spirituality. Наслаждайтесь своей духовностью. Enjoy intellectual stimulation. Наслаждайтесь интеллектуальными стимулами. Enjoy the hundreds of treasures that happen to us each day. Наслаждайтесь сотнями прелестных вещей, которые происходят с нами каждый день. It's like John Lennon said, life is what happens while we're busy making other plans. Как говорил Джон Леннон, жизнь — это то, что происходит в то время, как мы заняты планированием. I was at a number of years ago, my wife and I, we were in Tibet.
Несколько лет назад мы с женой посетили Тибет. And we had in Lhasa, the capital of Tibet, and there just happened to be a ceremony where the monks were doing an elaborate sand painting. И в столице Тибета, Лхасе, происходил такой ритуал, когда монахи сотворили потрясающий рисунок. And it was quite large. It was about 10 feet by 12 feet. Это был песочный рисунок, и он был достаточно большим, примерно 4 на 4 метра. And they used these bags with different colored sand to make the intricate designs. И они использовали мешочки с песком разного цвета для того, чтобы рисовать это делать это утонченную картину, утонченный рисунок. Those of you that do cake decorating, you have the little bags that you can make your flowers or your lines, and you just use that. Кто из вас когда-либо украшал торт при помощи таких мешочков? Вы украшали его при помощи розочек, цветочков и так далее. Вот похожим образом. Well, it was something very similar, only it was different colored sands, beautiful, vibrant colors. Было очень похоже на это, только использовались мешочки с песком разного цвета. Это был очень яркий, красивый рисунок. And there was 8 monks working on it for 5 days. И над этим рисунком трудились 8 монахов в течение 5 дней. And we heard that tomorrow it's going to be complete and there will be a ceremony. И нам сказали, что завтра они завершат его и будет какая-то церемония. And of course we wanted to be there. И, конечно, мы с женой хотели там быть. And so we were there with hundreds of other people watching the final ceremony. Итак, мы и сотни других людей присутствовали и наблюдали за этой итоговой последней церемонией. And what happened is they were blowing trumpets and banging drums, and there was all this ceremony happening. Происходило так: стучали на барабанах, дули в огромные роги, таким образом начиналась эта церемония. And then what happened is all of a sudden the 8 monks walked into the center of the sand painting. И что произошло? Вдруг эти 8 монахов зашли прямо в центр этого песочного рисунка. And immediately rubbed it all out. И моментально полностью его разрушили, вытерли. Gone. Исчезло. The most beautiful piece of art gone in a second. Прекрасный пример искусства просто испарился за секунду. And the reason that they did that is because it is the teaching that life is a journey, not a destination. Причина, по которой они это сделали, основывается на буддийском учении, что жизнь — это путешествие, а не пункт назначения. So it wasn't about ending up with something beautiful. Поэтому смысл был не в том, чтобы в результате получить что-то красивое. It was the process of producing it that was important. Важным являлся процесс создания этого. And the same thing that I want to share with you is, yes, I want you to be tremendously И successful. то же самое, этим же я хочу поделиться с вами. Да, я хочу, чтобы вы были потрясающе успешными. Yes, I want you to achieve your goals. Да, я хочу, чтобы вы достигли своих целей. And yes, I've given you a system that you can apply in your life that's quite magnificent. И да, я познакомил вас с системой, которую вы можете использовать в своей жизни, и она будет иметь потрясающие результаты. But don't forget the journey. Но не забывайте, что это... Don't forget each and every Не day. забывайте, что это путь. Не забывайте каждый день. Bring love into your life. Привносите любовь в свою жизнь. And compassion and joy in your life. И сострадание, и радость. Make each day full. Наполняйте каждый день. Tell your children you love them. Говорите своим детям, что вы их любите. Do special things for people. Делайте для людей приятные вещи. Be happy to be alive. Будьте счастливы, что вы живы. And make every day full. И наполняйте каждый день. This is what life is about. Вот в чем смысл жизни.
I would like to take this opportunity to thank Natalia, Yana, Vadi, James, and my agent Gennady Polanski. Я бы хотел использовать эту возможность, чтобы поблагодарить Наталью Ену, Вади Джеймса и моего агента Геннадия Полонского. Diamond Alliance has brought me here. И Diamond Alliance за то, что они пригласили меня сюда сегодня. And this is my first time in Kiev. И это мое первое посещение Киева. I hope it won't be my last time. И я надеюсь, что это не будет последним. Устроился на Киев.